Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал Девушка из Дании. Меня зовут Света, и на этом канале я вас влюбляю в это сказочное королевство. Сегодня у нас будет очередное видео, в котором мы с вами погуляем по Копенгагену. Я вам расскажу, что делать в том случае, если вы получили отказ в визе переселенца, и еще какие-нибудь интересные вещи, которые происходят в Дании. Ну а также, опять-таки, дам пару полезных советов. С вас подписка на канал и, конечно же, лайк этому видео. Ну, пойдемте гулять по городу. Тот, кто на меня давно подписан, вы знаете, что в Дании, когда выпускаются со школы, гимназисты становятся студентами, и вот так вот они празднуют свой выпускной, так скажем. Они по городу разъезжают на таких вот машинах, такие вот грузовики, которые переделывают под студенты Кёсель, студенты Воген, под такие вот специальные машины. И вот они несколько дней после того, как они уже сдали экзамены, получили свои студенческие кепки, начинается вот такое вот безудержное празднование. Я когда была на Борнхольме, если вы не видели мои видео с Борнхольма, где-нибудь здесь оставлю вам ссылочку. Я там была 3 года назад, и у меня там, по-моему, 7 или 8 видео. Я там тоже рассказывала о том, что на Борнхольме есть гимназия, есть свои выпускники, и народ праздновал окончание гимназии. Ну, это как у нас тут празднуют окончание 11 класса. И несколько дней они вот так вот разъезжают по городу, в котором находится гимназия. И они ездят не только по городу, в котором находится гимназия, а они разъезжают от дома к дому своих сокурсников, где они останавливаются. В каждом доме им накрывают стол, где они немножко подзаправляются едой, немножко, и в основном подзаправляются алкоголем. В этой машине у них всегда играет музыка, очень много напитков, и алкогольных, и не только. И к концу дня, уже, скажем так, они ездят, наверное, 2-3 дня, и вот уже к концу 3-го дня остаются самые-самые-самые стойкие, и они уже очень-очень уставшие. В каждом доме, в котором они останавливаются, как я уже сказала, их там угощают, они фотографируются. Вот так вот у них происходит праздник. Ну а вот едут выпускники. Они уже подуставшие, но тем не менее. Ну что сказать, молодцы. Стали теперь студентами. Теперь они начинают свою студенческую жизнь. И, как говорится, еще только все начинается. Кстати, я уже рассказывала, что не обязательно после того, как они закончили гимназию, они сразу идут в техникумы или в университеты. Многие берут год, когда целый год они, например, просто работают и зарабатывают деньги, а потом куда-нибудь уезжают. Или сразу после гимназии они куда-нибудь уезжают. Это называется сабато. Ну и о погоде, как вы видите, я просто в очень летнем платье. В летнее не бывает. Почему? Да потому что у нас второй день плюс 30. Сегодня ночью была гроза, стреляли молнии. И сейчас опять парит с утра. Я вчера утром шла на работу, мне было на 8:15, и уже в 8:15 было просто за 20 градусов. Было очень жарко. В спортзале народ жаловался на то, что просто парит, и ты становишься весь липким. Датчане это не очень любят. Ну, скажем так, некоторые датчане это не очень любят, а некоторые этому были просто безумно рады. И говорят, что не нужно на это жаловаться. Это ненадолго. В одном из своих видео я вам рассказывала о таких вот общественных прачечных. Например, у нас есть такая прачечная. Она работает все дни с 7 утра до 22 вечера. Можно здесь заплатить Mobile Pay или карточкой. И вот так вот она выглядит. Здесь стоят вот машинки, как раз здесь никого нету. Давайте зайдем. Есть стульчики ожидания. И вот такие вот установлены машины. Автомат, в котором можно купить порошок. Здесь у нас можно заплатить за то, что вы постираете в машинке или посушите свое белье. Есть вот такие вот корзины. Сами, это, по-моему, сушки стоят. 2, 3, 1, 3 сушки вот таких вот огромных, промышленных. И стоит у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5 вот таких вот огромных машин.
корзинки, в которые перегружают белье, и вот здесь вот стоит вот такой вот столик, на котором можно свое бельишко разобрать. Ну а пока вы будете сидеть и ждать, пока постирается ваше белье, вот есть такие журнальчики, можно посидеть, почитать. Вот, в общем, как-то так это все выглядит. И есть мусорка, не сорите здесь. Часто в самих домах тоже есть в подвале прачечные. Если у вас такой прачечной нет и в доме не установлена машинка, то можно всегда прийти в общественную прачку и постирать в общественной прачечной. Их, в принципе, в Копенгагене и в прилегающих районах, ну и вообще по всей Дании очень много. Возможно, на Юланде, там, где люди живут в основном в своих домах, там такого нет, потому что нету необходимости. Ну, а вот в городах и в самом Копенгагене этих прачечных много. Традиционная очередь около мороженицы. Ну, кстати, сегодня она какая-то не такая уж и большая. Честно говоря, не помню, я вам сказала или нет, но сейчас у нас плюс 29. Но это, мне кажется, плюс 29 в тени, а на солнышке вообще до 32. Очень жарко и очень-очень парит. Поэтому, думаю, на следующей неделе нам опять включат дожди. И, кстати, на следующей неделе, 1, 2, 3 июля в Копенгагене будет проходить этап Тур де Франс. Перекроют весь город, и по всему городу будут ехать велосипедисты. И, кстати, по-моему, 1 числа будет проходить большой праздник. Это как раз-таки будет первый этап в Копенгагене. Там будет какой-то парад. Оставлю вам ссылочку. Приходите, посмотрите, как Копенгаген будет принимать Тур де Франс. Заправка ОКО. И 95-й сегодня у нас стоит 17,49, дизель 16,59. Давно мы были с вами в этой части, это Торвехельн. Почему сюда пришла? Потому что хочу вам кое-что сейчас показать. Сейчас обошла Торвехельн с другой стороны. За моей спиной находится Израиль Плейс, а с этой стороны Торвехельн. И посмотрите, здесь когда-то была проезжая часть, но сейчас здесь не могут ездить машины, потому что эту часть улицы переделали в пешеходно-велосипедную. Вот что значит город здоровых людей. Смотрите, поставили лавочки, и сейчас здесь можно только ездить на велосипедах и ходить. Проезд общественному транспорту и машинам частному транспорту здесь запрещен. Улицу еще не до конца доделали. Осталось еще немного. Смотрите, она такая брусчаточная. Многие говорят, что на велике по брусчатке ездить еще то удовольствие, но я считаю это красиво. И вот такие вот лавочки, еще они закрыты поролоном, но скоро будет открытие этой улицы. И смотрите, теперь люди, которые сидят в кафешках от Торвехельн, они могут просто наслаждаться жизнью, а не нюхать выхлопные газы от машин. Вот так вот выглядит сама Израиль Плейс. Там школа, а здесь, смотрите, сбор бутылок, все уставлено бутылками. Вот такая вот перекрытая часть улицы, и на ней установлены лавочки. Ну и, конечно, если честно, я считаю, что это очень и очень и очень классно. Взяла себе аффогато. Это у нас шот эспрессо и вот такой вот кофейный софт-айс, присыпанный крошкой. 45 крон. Всего лишь. Добро пожаловать в Данию. Такой вот плакат от Копенгагенской коммуны, на которой написано, что эту улицу они переделали на улицу, которой будут ездить только велосипеды. Очень сегодня жарко. Кстати, на Нёребро есть улица, которую переделали в улицу, на которой могут ездить и парковаться только электрические автомобили. Но об этом я вам расскажу как-нибудь, когда буду на той улице. Ну а сейчас давайте пойдем дальше. Кстати, кофе аффогато мой был очень классный. Это один шот эспрессо, и в него добавляют именно от Cafe Collective, от моего любимого Cafe Collective, их soft ice, которое тоже сделано на кофе. Оно такое горьковатое, и оно было присыпано очень вкусной присыпкой из печенья с вкусом кофе и сахара. Вот так вот выглядит станция Нёрепорт.
В центре Копенгагена здесь столько парковок для велосипедов, и их построили совершенно недавно, ну, может быть, лет 5 назад. Куда я вас сейчас веду? Сейчас вам хочу показать, что для украинцев осталось в Копенгагене бесплатно. Как вы знаете, с 1 июля проезд для украинцев становится платным. За проезд вы должны будете платить. Бесплатным остается только проезд на международных поездах, когда вы въезжаете в Данию. Так что 1 июля у вас есть огромный шанс словить штраф в размере 750 крон за бесплатный проезд. Кстати, то если вы начнете рассказывать о том, что вы переселенец Украины, беженец, вас это не спасет. Штраф вам все равно дадут, и вы его должны будете оплатить. Если вы его не оплатите, то через налоговую у вас этот штраф вычтут из ваших пособий. А 750 крон для вас это будет очень и очень много. Так вот, я начала говорить о том, что для украинцев остается бесплатно. Для украинцев бесплатно остается замок Розенборг. Посещение этого замка, музея для вас бесплатно. Также бесплатно посещение экспериментариума. Насколько я помню, по-моему, еще на вот этом вот автобусе по предварительной записи тоже можно покататься бесплатно. Вот вход в парк, в музей Розенборг. Построен он в 1672 году Кристианом V. Здесь у нас выставлены украшения королевы, а также здесь хранится вино. Но покажут вам только украшения королевы. Сюда вот вход, и вот так вот выглядит этот замок. Если вы не знали, то в замок можно тоже зайти. Ну а вообще вход для взрослого стоит 125 крон, для детей до 17 лет бесплатно, для студентов 80 крон. Но можно еще купить годовую карточку, и на одного человека она стоит 295 крон. Вокруг замка можно погулять всем бесплатно. Ну и здесь несут вахту отважные гвардейцы кардинала королевы. Это Конгенсхеве, королевский сад. Смотрите, сколько сейчас здесь людей. Люди сидят на траве и все просто загорают. Вот такой вот открывается вид со стен замка Розенборг. Ну и, конечно же, рядом находятся королевские казармы, или вернее казармы гвардейцев. И они здесь тоже несут караул. Ну и теперь давайте поотвечаю немножко на ваши вопросы, наверное, самые часто задаваемые. Люди мне пишут, на какую им визу подавать, на SL1 или на SL2. Начнем с того, что да, в Дании существует специальный закон, который приняли для украинцев, по которому они могут на 2 года получить разрешение на проживание и на работу в Дании. Кстати, на работу в Дании вы можете приступать к работе, как только вы сдали биометрию. Одно из условий это то, что вы должны таки сдать биометрию и зарегистрировать свое заявление на получение этого особого статуса. У людей возникают проблемы, когда они начинают приступать к работе до того, как они получили этот особый статус, они не могут получить зарплату. Да, существует такая проблема, нужно все равно обращаться вам, если вы подаетесь по особому статусу, то здесь другая процедура, чем для всех остальных людей, которые подают на рабочую визу, на студенческую, на практикантскую визу. После получения своих документов из Сирии вы должны обращаться в коммуну для получения CPE номера. Я уже рассказывала, что такое CPE номер. Это номер социального страхования в Дании. Так вот, люди, которые подаются по другим условиям, например, рабочая виза, студенческая виза, практикантская виза, CPI номер вы получаете в коммуне. А люди, которые подаются по этому специальному закону для украинцев, CPR номер вам присылает Сири. Вот как только вы подали свою анкету, сдали биометрию, Сири вам присылает этот социальный номер. Вам нужно обратиться в банк, вам нужно контактировать налоговую для того, чтобы вам открыли счет и вы могли получать зарплату. После того, как вы приступаете к работе
позаботьтесь о том, что вам нужно опять-таки контактировать налоговую для того, чтобы они вам настроили вашу налоговую карту, потому что есть такая вероятность, что с вас будут снимать 60% налога. Это автоматически. Но налог в Дании у нас 38-42%, он зависит от многих факторов, и сказать точно, сколько у вас этот налог будет, так сразу нельзя. Но рассчитывайте на то, что это будет 38, 42, 43, 44%. Почти для всех людей, которые в Дании работают. И независимо от того, вы будете получать социальное пособие, с него, кстати, тоже платится налог, но он с вас будет сниматься автоматически. Те деньги, которые вы получаете уже, это они уже после налога. Точно так же и зарплату вы будете уже получать после налога. Так вот, что у нас по статистике? По статистике, по этому особому закону подали заявление 28 860 украинцев. И уже есть хорошие новости. Получили разрешение на работу и на проживание в Дании по этому особому закону 24 125 человек. Это значит, ребята, если вы уже давно ожидаете, то уже совсем скоро вы получите свои документы. Но, как говорится, есть и не очень хорошие новости. Существует очень много отказов. И, кстати, я проверяла статистику, наверное, неделю-две назад. Было всего лишь, по-моему, около 86 отказов. Но вот сейчас вот я глянула по статистике, 113 отказов. И очень часто люди пишут на Фейсбуке в разных группах о том, что они ищут адвоката для того, чтобы они помогли им решить проблемы с Сирией, подать апелляции, получить вот этот вот особый статус. Но здесь нужно как бы рассчитывать на то, что есть закон, по которому украинцы могут получить этот особый статус. В чем он заключается? Он заключается в том, что в законе прописано, какие категории граждан могут получить этот особый статус. По этому особому статусу, если до 24 февраля вы находились или в Украине, или вы находились в Дании, вы можете получить этот особый статус. Плюс, если у вас нету никаких других разрешений на проживание или на работу в других странах. А это значит, что если у вас есть рабочая виза или какой-то песель в Польше, то рассчитывать на то, что вы получите особый статус Дании, вам не стоит. И обращаться к адвокату тоже не стоит. Экономлю ваши деньги, потому что есть люди, которые, ну вот они не совсем являются адвокатами, но вот они оказывают какие-то услуги. Кстати, что самое интересное, вот совсем недавно на Фейсбуке какие-то молодчики организовали. Я, наверное, если у меня есть принтскрин, я где-нибудь здесь оставлю, чтобы вы знали, к кому не обращаться. В общем, эти молодчики, они как-то очень быстро или заблокировали меня, или удалили свой пост, но они, в общем, то, что вам делает коммуна и Сири бесплатно, они за это хотели с вас брать деньги. Ребята, будьте осторожны, как говорится, кому война, а кому мать родна. И они есть среди украинцев тоже. Отличаются тем, что они пытаются на этом всем заработать. Так что на это все не ведитесь. Так вот, если вы, например, находились в отпуске в Дубаях или, например, в Египте, и после этого вы со своего отпуска приехали в Данию, то датчане имеют право вам отказать в этом особом статусе. Я знаю, что люди писали, что есть такие случаи, когда Сирия не досмотрела, и люди, у которых есть разрешение на работу в Польше, они получили разрешение на проживание в Дании. Но это просто было по недосмотру Сирии, по недосмотру этой организации, которая выдает украинцам визы. Так вот, на это не рассчитывайте, что ваше заявление тоже будут плохо рассматривать, и вы получите этот особый статус. Вот буквально несколько минут назад я проверила Facebook, у меня там опять бан, я постоянно сижу в бане там, потому что не очень люблю русню, а кто ее любит? Сейчас наше такое время, никто русню не любит. И вот там написала женщина о том, что она разыскивает адвоката, потому что она получила отказ. И да, этих отказов, как вы видите, не так много. Уже 24 тысячи людей получили разрешение на проживание и только 113 отказов. Но если вам, например, пришел отказ, меня там спрашивал один парень о том, что если он работал в Польше, к нему приехала девушка, и потом они с этой девушкой приехали сюда, в Данию, и хотят подаваться на этот особый статус. И подавать ему по визе SL1 или SL2. Сложно сказать, потому что для того, чтобы вы получили SL2, вам нужно доказать, что вы с этой девушкой до 24 февраля постоянно проживали по одному адресу и вели хозяйство вместе. Вот
Если вы этого не докажете, то вам могут отказать. Ваша девушка, конечно, может получить здесь разрешение остаться, а вам, если вы не докажете этого, вам могут отказать. Ну, тут есть один способ. Вы можете расписаться, быть ее мужем и получить по СЛ2 разрешение жить и работать в Дании. Ну и, как говорится, еще небольшая ложка дегтя в этой банке огромная меда, то, что всего лишь 15% украинцев сейчас уже вышли на работу. Ну а почему так происходит? Потому что люди, кроме русского и украинского, не говорят ни на каких других языках. Очень маленький процент украинцев владеет английским языком, а без языков, как вы понимаете, работу в Дании найти очень сложно. Так что, как говорится, учите, люди, английский. Ну и, конечно же, учите датский. Многие пишут о том, что они не хотят датский учить. Если вы не будете учить датский, если вы не выйдете на работу, то коммуна имеет право решить вас этого разрешения. Может лишить вас выплат. Хоть эти выплаты и небольшие, но эти выплаты вам дают просто так. И для того, чтобы получать эти все выплаты, вы должны или учить датский, ходить на все эти активеринги, а коммуны после, наверное, я думаю, после того, как все вернутся с отпуска в августе месяце, всех украинцев начнут гонять, мыть, стирать, как говорится, плаем, это дома престарелых или какие-то, например, школы и все, что принадлежит коммунам. Если вы захотите получать и дальше деньги, то вам обязательно нужно учить или датский язык, или работать. Так что вот такие вот дела. Пойдемте гулять дальше по Копенгагену. Давайте сейчас отвечу на вопрос, который волнует многих. Что же делать, если вы получили отказ? В самом письме, которое вы получаете из Сири, будет стоять, что вы должны сделать, ваши действия. Там обычно пишут дату, в течение какого времени вы должны покинуть Данию. Что можно сделать? Можно подать на азюл, это как бы реальное беженство, потому что вы подавали не на беженство, а вы подавали на особый статус. Когда вы подаете на беженство, это не совсем прикольные условия. Вы должны будете первые полгода жить в лагере, работать, учиться вы не имеете права. Ну, в общем, это не так весело. И жить вы будете на территории лагеря. Ну, это такое. Это первое, что можно сделать. Можно подать на азюл. Кроме этого, конечно же, вы можете подать апелляцию. Но для того, чтобы не потратить просто так деньги, потому что все адвокаты, они, конечно же, платные, и они захотят ваших денег, бесплатно работать они не будут. А это значит, что у вас должны быть веские причины, почему Сири должно изменить свое решение. Ну, а кроме этого, есть еще такой способ. На самом Сири, или вернее даже в этом письме, они пишут о том, что вы можете подать на отсрочку выезда из Дании. Я поищу эту ссылку, по которой вы можете пройти, если вы получили отказ, попросить Сири разрешить вам остаться в Дании на такой-то период и никуда не выезжать. Конечно, в таком случае вы не имеете права ни работать, вы не имеете права рассчитывать на жилье от коммуны и, конечно же, ни на какие материальные пособия. Но, возможно, для кого-то это будет выход. Вот такие вот делишки. Блин, отсюда убрали высокую лавочку, непонятно зачем, было все так хорошо. Собачка включила звук, включили фонтан, и там стоит вот такая вот шевелящаяся статуя, которая решила раздеться, потому что, ну, наверное, датчане дают мало денег, или у него что-то там чешется, бедняжка. Вот такой вот активный, интерактивный памятник, а здесь у нас расписание Тур де Франс, когда что начинается и что будет. Вот смотрите, 29 июня в Тиволи в 17:30 будут рассказывать о командах. И здесь у нас старты. Вот на эту башню на парламенте можно подняться бесплатно. Это, кстати, не только украинцам, а всем. Кафе Норден закрыли и ничего здесь не открыли. Обанкротились они, не пережили пандемию, к сожалению. Ходят счастливые студентки, уставшие. Здесь у нас Конгенс Ньюторф. Сейчас здесь памятник, а когда-то здесь даже находилась виселица. И проводили казни очень и очень давно. И вообще это был остров. Там, где сейчас находится театр, это все было отрезано водой. И там, в общем, когда-нибудь расскажу вам историю. Ну и опять шумят.
Здесь опять-таки едут студенты. Они здесь веселые. В общем, в Копенгагене народ как-то поживее. Ну и как прогулка по Копенгагену может быть без Ньюхауна. И мы сейчас с вами тоже прогуляемся по Ньюхауну. Покажу вам это в 110-й раз. Здесь вот так вот склад велосипедиков. Там виднеется торговый дом-магазин. Здесь кто-то убирает. Ну и, конечно же, посольство Франции, Тотский дворец и желтая майка лидера. И смотрите, здесь вот такие вот флажки. Как раз здесь будет проходить маршрут Тур де Франс, чему мы очень-очень рады. Вот он, красавец Ньюхаун. Я уже вам несколько раз рассказывала о том, что сейчас здесь одна, наверное, из самых знаменитых достопримечательностей Дании. Ну, а еще в 70-х годах здесь было опасно находиться. Еще меня очень часто спрашивают, что же делать в том случае, если, например, у вас есть домашние питомцы, а как вы многие знаете, если у вас есть котик или собачка, вас не хотят селить в муниципальное жилье. И многие пытаются ссориться с коммуной. Кстати, это не самый выгодный вариант ссориться с коммуной, с вашим сейсбехендером. Датчане не очень любят конфликты. Вообще, если честно, они не любят конфликты. И поэтому, если вам отказали в социальном жилье, у вас есть котик или собачка, вы можете опять-таки попытаться найти жилье сами, желательно или нежелательно, а старайтесь найти его где-нибудь подальше от Копенгагена, потому что у вас есть вероятность того, что вам там разрешат жить со своими питомцами, а также там будет жилье подешевле, потому что все хотят, конечно же, жить в Копенгагене, но это очень дорого. И найти жилье, в которое пускают с собачками или с кошечками, это не так просто. Вы, конечно, можете давить на жалость и писать о том, что вы украинский переселенец, но датчане на это не очень сильно ведутся, потому что самим датчанам очень тяжело найти жилье, если у вас есть котики и собачки. И если вы, например, недавно на моем канале или совсем недавно нашли мои видео, то где-нибудь здесь я вам оставлю ссылку на плейлист, в котором я рассказываю о жизни или о том, как, например, вести себя, если вы переселенец с Украины и который сюда переехал по этому особому закону. Там есть много полезных и информативных видео. Хочу я вам еще сказать, что если вы только сейчас едете в Данию и вы думаете, что же вам такое делать, как вам и где здесь селиться, то самый лучший вариант, то, конечно же, селиться в Сандхольме. Это лагерь для беженцев. Вас там поддержат несколько дней, ну а потом вас уже переселят в лагерь или в какое-нибудь другое жилье. Люди, которые сейчас приехали и живут у датчан, да, есть и такая опция, что вы можете приехать и поселиться у добродушных датчан. В последнее время существует тенденция того, что датчане, которые поселили у себя украинцев, они их просят съехать, потому что уже прошло достаточно долго времени, они рассчитывали, что дела рассматриваться будут побыстрее, и я знаю, что сейчас есть такое, что девушка с 2 детьми отчаянно ищет жилье где-нибудь, потому что датчане ее попросили съехать до понедельника. Это очень грустная история. В таком случае вы все равно можете поехать в лагерь Сандхольм, даже если вы уже подали на визу, и лагерь Сандхольм вас куда-нибудь расселит. И опять-таки я хочу сказать, что очень часто люди спрашивают о том, как вам остаться жить в той коммуне, в которой вы хотите, а не в той коммуне, в которую вас распределила Министерство по иностранцам. В таком случае вы можете сами найти жилье и там поселиться. Ну, а коммуна, если вас, например, куда-то расселили в какую-то коммуну, то вы должны туда ехать и жить. И даже если, например, вы живете сейчас в Копенгагене и ваш ребенок здесь пошел в детский сад или в школу, это не является причиной, по которой копенгагенская коммуна вас здесь оставит. Они, конечно, могут сказать, что вы можете здесь оставаться жить, но жилье вы будете обязаны найти сами. Они вас не обязаны обеспечивать жильем. Кстати, хочу вам сказать, что по статистике больше всего переселенцев поселили таки в Копенгагене, а потом, по-моему, во Фредериксберге.
Каждый раз, когда сюда прихожу, всегда мне хочется посидеть здесь в кафешке, потому что здесь у нас открытое кафе под открытым небом. И каждый раз, когда я сюда дохожу, всегда они почему-то закрываются. Кстати, хочу вам сказать, что там очень хороший ресторан. В нем несколько раз была, но как-то всегда стесняюсь снимать видео. И здесь у нас вот такой вот шикарный вид на Папиа-Öen. Но, блин, опять-таки не судьба мне выпить здесь бокал холодного винишка. Ну да ладно, пойдемте гулять дальше. Кстати, Адам Аман открыл свою пекарню. Теперь есть не только рестораны. Кстати, ресторан находится также и в опере от Аманс. Ну а сейчас они на Вельбю открыли еще и пекарню. Вообще, если честно, в Дании очень много хороших пекарен. Нужно будет вам озаботиться и снять об этом видео. Народ сидит, но, блин, уже ничего нельзя купить, выпить. Но посидеть здесь еще можно. Кстати, еще было очень много вопросов о том, что делать, если вы, например, хотите покинуть Данию, но вы уже получили статус. Вы можете просто взять и уехать, и через полгода вам этот статус аннулируется, ничего не будет. Или я где-нибудь в комментариях или в описании к видео оставлю вам формуляр, который можно заполнить и отказаться, даже если, например, ваши документы еще не рассмотрены, и уехать обратно в Украину. Но подумайте о том, что уезжать еще опасно, потому что наши езденные соседи, они до сих пор продолжают бомбить Украину. Так что, ребята, повремените с возвращением домой. Это лучше же для вас, для вашей безопасности. Камера у меня уже садится, но давайте я все равно еще отвечу на один вопрос. Очень часто спрашивают про учебу для детей. Это все нужно оформлять через ту коммуну, в которую вас поселят. Что делать, если у вас ребенок закончил в Украине 9 классов? Вы можете обратиться в коммуну и спросить, что они вам могут предложить. Если вы хотите отдать своего ребенка, например, в англоговорящую гимназию или в гимназию, в которой преподают на английском языке, то нужно помнить о том, что почти все гимназии, но во всяком случае я не нашла бесплатных гимназий, они называются, по-моему, IB, и все гимназии, которые преподают на английском языке, они в Дании платные, и платить вам придется самим. Но вы можете еще своего ребенка оформить в 10 класс. Да, в Дании тоже есть такое понятие, как 10 класс. Ну, а здесь я, наверное, уже буду заканчивать свое видео. Не хочу, чтобы оно получилось очень-очень длинным, но, как вы знаете, у меня с этим проблемы. Я не умею снимать коротенькие видео. Поэтому, ребята, у меня на этом все. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Помним, что все будет Украина. И до новых встреч. Всем пока!